Всем привет, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сегодня я сниму видео, надеюсь, что одним кадром, ничего вырезать не буду, ничего добавлять не буду, потому что в последнее время я в такой запаре, что реально просто нет времени подключиться, что-то рассказать, все бегом, все на лету. Причина всего этого в том, что май, заканчивается учебный год, младшая дочка заканчивает детский садик, и организацией выпускного занимаюсь я. Плюс еще и старшая дочка заканчивает младшую школу. Там, благо, всеми выпускными этими делами я не занимаюсь, но все равно какие-то собрания постоянно, какие-то вопросы решаются, какие-то поездки. В общем, некогда и подсоединяться, если есть свободное время, просто работаешь, если не работаешь, то я продолжаю заниматься своим здоровьем, ну и, соответственно, просто нет времени вообще. Поэтому, да, неудивительно, что видео стали как-то непонятно выходить. Прошлое видео я очень долго монтировала, не хватало времени. Это видео вообще я... То видео выпустила когда-то, не помню когда, больше недели назад. Или на этой неделе. Да, больше недели назад. Время летит просто незаметно, и я не успеваю. Значит, расскажу вам, над чем я работаю, что делаю, вяжу игрушечки. Вот, покажу вам свою большую игрушку, которая из одного проекта плавно перерастает в другой проект. Это будет рекламная куколка. У меня неограниченный срок по ее изготовлению. В принципе, заказчица обращалась еще прошлым летом. И вот я только сейчас созрела эту куколку делать, и все равно у меня быстро ее сделать не получается. Но тем не менее, она очень интересная, мне хочется ее создать, и, я над ней просто поэтому работаю. Итак, я вам говорила, что я покупала козочку, волосы использовать, вот такие вот ярко-розовые, просто потрясающие волосы. Значит, у меня остался вот такой небольшой кусочек, если посмотреть. Это на коже получается, да, и здесь буквально вот остался вот такой кусок. Этих волос хватит, возможно, на какую-то маленькую куколку сделать, может быть, даже вязаную. Я подумаю, если вышивать волосы, в принципе... Можно, наверное, сделать. Ну, посмотрим. Тут волос немного, как бы на куколок побольше не хватит этих волос, чтобы сделать. Я опять же делала, приклеивала все попрядово, и при этом я делала впервые в жизни парик для куклы. Но я вам сам парик показывать не буду, хочу показать вам образ. Это еще куколка не закончена, потому что эта куколка будет трансформер, у нее будет еще одна голова. Итак, вот такая вот у меня девочка-повар. Сейчас я буду работать над ее поварском колпачке, значит, буду колпачок делать. Вот такая вот девчонка. Я думаю, что если вы смотрели мой влог в августе, который я после промежутка паузы на канале выпускала, вы там видели похожую куколку. Она была где-то вот такого вот размера и связана совсем по-другому. Здесь именно... Очень сложно создавалась эта куколка в том плане, что мне прислали рисунки, по которым я должна создать. Сейчас я их найду. Секундочку. Они ж только что были у меня на столе. Я их уже куда-то делаю. Подождите. Либо они у меня упали. Сейчас, секунду. Нет. Ну, куда они делись? Подождите, ну, я только что фотографировала. Вот они. Нашла. Так, значит, я покажу вам на таком рисунке. То есть мне прислали
точные размеры, какой высоты должна быть куколка, какие у нее должны быть пропорции, где у нее должно быть подвижность суставов. Но у меня тут немножко по-другому это все сделано, потому что когда делается цельный каркас, то есть шанс, что какая-то деталь выйдет из строя, потому что каркас делается из проволоки, проволока имеет свойство ломаться. У меня сделана куколка так, что я, в принципе, могу заменить каждую деталь, при этом мне не нужно будет приделать ее полностью, целиком, полностью всю. Вот, и, значит, прям вот по рисунку, прям прикладывая, как выкройку просто, рассчитывая все, я делала вот эту куколку. То есть вы видите, что она у меня полностью соответствует по размерам, по рисунку. Вот, единственное, что у меня не получилось создать именно такое же лицо у этой куколки. Вот, значит, с волосиками тут можно поиграться. Я делала парик. Конечно, можно было бы приклеить это все на куколку, и для меня это было бы, конечно же, попроще сделать, но проблема в том, что мне не очень нравится этот ротик. Этот ротик открытый. Туда можно засунуть пальчик. Зубок у нее нет, поэтому не укусит. Но проблема в том, что из-за вот этого вот утяжки, которую я делала, у меня не получилось создать вот такого же эффекта, как на рисунке, чтобы ротик был... Ну, то есть он, когда его утягиваешь, он уходит внутрь. А мне надо было бы, чтобы он немножко был все-таки снаружи. Поэтому я, когда делала, здесь голова у куколки снимается. Я ее снимать сейчас не буду. Возможно, покажу уже потом вам на каком-нибудь видео, полностью сниму, как эта куколка собирается, разбирается, когда уже вторая голова будет готова. И получается, что вторую голову я буду делать, у нее просто будет круглая голова в виде шарика, да, и будет просто улыбочка такая, ну, достаточно широкая, просто вышивкой. Вот, и, соответственно, чтобы не покупать еще одну козочку и не делать еще один парик, потому что с париком я снова мучилась, с проборами делать действительно очень сложно парики. Вот мы недавно со Светой переписывались, она сказала, что с пробором это самые сложные парики считаются, но у меня как-то вот так это все получилось сделать. Вот такой здесь пробор. Вот. И сзади вот так вот. Значит, что у этой девочки еще? Нужно ей сделать колпак, сделать голову, но проблема в том, что у меня здесь осталось 14 грамм пряжи, а мне это на одну голову ушло, получается, 35 грамм пряжи. То есть мне этого не хватит, потому что тело я вязала из другого мотка. Как вы помните, я вязала тело, которое мне не подошло, оно было такое рельефное. Вот, возможно, я закончу эту куколку какую-нибудь, придумаю. Вот, потому что трессов я купила очень много, в основном это искусственные трессы, также у меня есть еще и козочки, там белые и рыжие, по-моему, но другую куколку я буду делать с искусственными трессами. Мне тоже, в принципе, нравится эффект от них, потому что я их приклеиваю вот именно как и козочку, и смотрится так, как это смотрится, мне нравится. Значит, мне не хватает пряжи, соответственно, я заказала пряжу. Сейчас жду, когда приедет снова эта пряжа. Это пряжа Adelia Kiss от Гаммы. Вот, голова у нее, получается, поворачивается, да, за счет того, что она снимается. Ну вот она сейчас вообще болтыхается, потому что пока я делала парик, она у меня была на палочке для суши и вся такая закрученная, замурованная, пока я эти все трессы приклеивала. В принципе, справилась я за сутки. Вчера я начала приклеивать прядки и сегодня закончила. Но единственное, что я еще сутки подготавливала шапочку для куколки этой.
Когда я сделала шапочку, я думала, что нужно будет как-то придумать, чтобы шапочка фиксировалась, но вязаное полотно, оно не скользкое, в принципе, она легко снимается, но и не так, чтобы, ну, она падала, то есть, ну, куколка, если ее перевернуть, да, давайте посмотрим, свалится ли парик. Ну, вроде бы не падает, да? Нет, падает. Падает парик. Соответственно, ну, возможно, я все-таки сделаю какие-то фиксирующие элементы, чтобы парик не падал, чтобы он лучше держался. Так. С прической тоже у меня тут проблемы. Еще какие проблемы у меня были с париком. Сейчас я покажу. Дело в том, что голова очень большая, и вы видите, что мне не хватает длины. Вот, не хватает длины, чтобы собрать их полностью в хвостик. Но я думаю, что вот так вот просто, когда убираешь, в общем, да, надо мне будет поправить. Здесь все на видео, когда показываешь, получается абы как. Абы как это все получается. Ну, я потом поправлю. Я уже ее переплетала тут раза 3, пока смотрела, как это все сделать. Но, в общем, да, как вы понимаете, проект просто невероятный. Мне очень нравится. Эта куколка будет в единственном экземпляре. Больше повторять я не буду таких куколок. Вот, во всяком случае, в таком размере, наверное, все-таки нет. И тем более это все-таки авторская куколка. Именно такую больше я создавать не буду, потому что не имею права. Вот. Так, это моя просто сейчас мое вдохновение. Вот мне осталось ей связать колпак. Да, кстати, голова у нее получается большая, и голова это все равно переносит центр тяжести, но тем не менее я утяжеляла ножки, и куколка более-менее, если постараться, ее можно поставить. Конечно, просто поставить, и чтобы она стояла, нет, такого эффекта нет. Но если словить, вот как она будет стоять, и если даже чуть-чуть маленькая опора будет, все, она стоит очень хорошо, стабильно, никуда не падает. Также, чем еще я занималась? Я сейчас работаю над новой коллекцией. Новая коллекция. Я пока что даже не знаю. Но я думаю, что, может, некоторые поймут, а некоторые нет. Здесь будет достаточно много игрушек. У меня пока готово. Что это? У меня микрофон отключился, вернее, даже видео врубилось. Ладно. Вот такой вот птиц у меня вышел. Вот. С такими глазенами. И к нему в компанию вот такой вот пёсель. Вот такой вот пес, барбос. Я пока не буду говорить, что это за коллекция. Я думаю, что не очень большая часть узнает, что это такое. Но там действительно очень много будет игрушек. Сейчас я работаю над маленькой куколкой. Тоже в эту коллекцию будет 19 игрушек. Скорее всего, может быть и меньше. Ну, посмотрим. Я-то планирую, а как там оно будет, я не знаю. Так, значит, да, вот смотрите, я сама рисовала, да, вам показывала куколку. Что у меня тут еще? Вот у меня дочка разрисовала. Здесь поменьше размером она выходит. Мне я создавала чуть больше размером. Вот так даже сбоку мне ее присылали. Ну вот что-то в ней не так пока что, я не могу понять. Когда колпак ставишь, совсем другой эффект. Мне он нравится. Когда колпака нет, вот я сняла ей парик. Вот так парик выглядит. И вот что-то не так.
А что с тобой не так, я не могу понять. Но я думаю, что она постоит у меня здесь на столе, и я пойму, в чем дело. Вот. И я пойму, в чем дело, почему у меня не получается, так как, ну вот, когда чуть ниже, получше, да, еще сверху колпак. Угу. Так лучше. Ладно. Так, значит, я пока работаю над кукленым мальчиком. Значит, следующее, что я вам покажу, я вяжу типа как топиком. Это получается топик буквально походить. Ой, задом показала вам. Походить вот летом буквально средней дочки. Я не мерила, конечно, на старшую. Возможно, старше это будет как укороченный топик. Ну, посмотрим. Его надо постирать, потому что какая-то неровная вязка. Не очень ровная. И тут был дефект в пряже. Так, я запуталась. Спешу и запуталась. Но я его не убирала. Не знаю, что я с ним буду делать. Он сбоку получился. Здесь неровная пряжа была. Я ее так и оставила, потому что вязала вечером. Не знаю, что буду делать с этим. Может, что-то придумаю, а может быть и нет. И еще я начала вязать жилетку. Пока не знаю для кого. Мне, в принципе, надо на самом деле 2 жилетки, но, возможно, я свяжу именно из этой пряжи 3 жилетки. И вот я начала вязать одну жилетку, первую. Вот. Значит, у нас в следующем году будет школьная форма. Нам предложили купить жилетки нашего белорусского производителя, но там жилетки шерстяные, а в школах обычно очень сильно обогревают, очень душно, окна открывать не разрешают, соответственно, дети очень сильно парятся, когда шерсть, она не обработана, она не гладкая. Если тебе жарко становится, она очень колючая, поэтому, ну, дети будут изнывать от того, что им все чешется. Вот, так что я купила Alize Divu и вяжу на спицах номер 3. Получается очень такое хорошее полотно, мне нравится. Оно не очень плотное, но при этом и плотное. Вот, петельки такие выходят. Жилетка обычная, своеобразным вырезом. Набрала здесь у меня 200 петель. Вот от этого буду плясать. Дочки у меня не очень любят, чтобы было в обтяжку. Ну, соответственно, они носят рубашки посвободнее. И вот довяжу и посмотрю, кому эта жилетка будет. Может быть старший, может быть средний. Зависит от того, какая у меня здесь получится. Я уже буду плясать, сколько мне петель нужно будет набирать, чтобы связать для младшей дочки. То есть я сейчас закончу топ, мне там осталось буквально чуть-чуть рукав связать. Рукав я рассчитывала из того, что у меня есть. Это пряжа Газал Гиза, вот эта серая, из которой я вяжу. Там в упаковке 4 моточка, всего лишь 200 грамм, но это очень мало. У меня вот еще, я смотрю, на нее лежит темно-синяя и белая. Я вот, кстати, первую жилетку вязала из Газал Гизы. Тяжеловато она все-таки. Я не знаю, что я свяжу из этой пряжи. Возможно, себе какой-то джемперочек. Хватит ли мне 400 грамм? Может, какой-то топик все-таки свяжу. Полосатые, темно-синие полоски с белым будут чередоваться. Возможно, сделаю такой топик. Вот. Вот такие планы. Но это потом сначала свяжу жилетки всем, а потом уже буду думать, что себе связать. Поэтому я работаю над коллекцией и буду заканчивать куколку. Также я сейчас буду вязать для этой куколки колпак. Колпак я вяжу из стопроцентного хлопка. Как же он называется?
я все время выбрасываю эти этикетки. Пехорка. Натуральная, по-моему, если я не ошибаюсь. Вяжу крючком 1,5. А вот розовый цвет, вот этот темно-розовый, это Vita Cotton Coco. А вот этот светло-розовый, это, по-моему, Iris от Yarnart. Нет. Это Iris от Vita тоже. Здесь потоньше пряжа. Это Iris от Vita. Так, я уже неправильно поправила. Ну вот она такая лохматенькая получается за счет того, что коротенькие прядки были все-таки. Тут вроде сзади длинно, а спереди вот из-за того, что пробор на бок. Вот. Ну что ж, больше мне на самом деле рассказывать нечего. Сегодня уже 4 мая. Вот впереди вот получается следующая неделя еще такая на подготовку, потом очень напряженное время будет, поэтому я не знаю, как там получится с видео. Да, я детей готовлю в лагерь, если будет, конечно, если дадут нам путевки, то тогда детей нужно будет отправить в лагерь. Тоже посмотрим, на какой там, в какой заезд будут места. И, соответственно, еще что меня выбило из колеи тут до кучи, до всей кучи, которая творится, это то, что в Беларуси меняется налогообложение для очень многих, и вообще сейчас законы как-то перерабатываются в разных структурах. Я там и там смотрю, и там, в общем, немножко в шоке от того, что все так меняется, причем некоторые моменты меняются очень кардинально. Я пока что разбираюсь с тем, что касается именно меня.